Привет, я Лара. Живу в Испании год, и все это время усиленно занимаюсь испанским. Но последние полгода у меня ощущение, что я вообще не продвигаюсь вперед. Это видео записываю вне плана, почему-то возникло желание сегодня поделиться с вами своими трудностями в изучении испанского. Ко всему прочему, на улице разгар лета, всю неделю температура стоит за 40, а я исправно с самого утра иду на курсы испанского. Внесу ясность, прежде чем мы углубимся в испанский. Я не способна к языкам от слова «совсем». Много лет я пыталась совладать со своим английским. Но даже переехав в Египет, а прожила я там целых 7 лет, язык давался мне плохо. Я более-менее заговорила примерно 4 года назад, когда поехала работать на Кипр, и в это время активно занималась с учителем. За годы жизни в стране пирамид я немного освоила разговорный арабский, и это мне, кстати, очень помогало в жизни. И в Испанию я приехала с вот этим багажом знаний. В страну, где для жизни необходим исключительно испанский. Сегодня я понимаю, что за год без практики английский я забыла, а испанский еще не выучила. В июле и августе практически все учебные заведения в Испании отдыхают, даже языковые курсы. Но не в моем случае, потому что я хожу на курсы при Ассоциации защиты беженцев, а они продолжают работать. Занимаюсь я на этих курсах ровно год. Параллельно с ними я весь учебный год ходила в коллегиум для взрослых и на начальном этапе ходила на волонтерские курсы испанского без какой-то определенной системы в занятиях, но тем не менее они были очень хорошо на начальном этапе. И заговорила на испанском я буквально через месяц, как приехала сюда. Приехала я сюда со словарным запасом из 3 слов, которые были записаны в телефон. Да, преувеличиваю, из 5 слов. Ола, привет. Меня Лара, меня зовут Лара. Soy украиняна. Я украинка. И еще одну фразу я старательно пыталась запомнить на тот момент. Necesita ayuda. Нужна помощь. Потому что я не знала, что и как здесь будет происходить. С этими словами, записанными в мобильный телефон, я приехала в Испанию. И первую неделю я общалась только через Google переводчик. Примерно через месяц я уже могла сказать какие-то очень простые фразы. И мне так было приятно, когда люди спрашивали, сколько я нахожусь в Испании. Я говорила месяц, а все говорили, как? Ну ты, наверное, учила испанский раньше? Я говорю, нет, я приехала в Испанию со всего 3 словами в запасе. На том этапе я была прям, какая окрыленная, у меня так все гладко шло. И это продолжалось примерно полгода. Когда я уже немножечко улучшила свой испанский через полгода и могла что-то прям сказать четко и конкретно, и люди тоже восхищались, какая я молодец, то это было очень приятно. Сейчас, по моим ощущениям, я осталась на том же уровне, как была 6 месяцев назад. Когда у меня спрашивают сейчас, сколько же я нахожусь в Испании, честно скажу, мне немного стрёмно говорить о том, что я здесь год. Потому что мой испанский остался на том же уровне, как и был 6 месяцев назад. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление. Что же происходит? Почему такая сложность на этапе перехода с А2 на уровень Б1? Вот такая вот сложность, и она возникает не только у меня. Я немного запыхалась, бегу на курсы. Попробую вам сегодня поснимать немножечко своих курсов и разобраться вместе с вами, почему мой испанский стоит на месте. Наши занятия проходят в очень интересном месте. Маленькие улочки старого города и один из самых мистических, на мой взгляд, соборов Херес де ла Фронтера – Сан-Маркос. Я уже рассказывала как-то, что курсы от Ассоциации защиты беженцев проводятся у нас в очень необычном месте. Сейчас я нахожусь рядом с церковью, которая называется Сан-Маркос. Она выглядит просто невероятно мистически. Так вот, наши занятия проходят в одном из помещений этой церкви. Ну, не в самом церковном здании, а сейчас я вам покажу.
Мы занимаемся испанским в помещении церковного общежития. В первый раз, когда я пришла на курсы, я была Hola. удивлена. Что это вообще? Чем мы будем здесь заниматься? А сейчас я уже привыкла. Clara, buenos días. Ой, сегодня я представляю вам своих одноклассников. Вот в этом месте я вам советую включить субтитры. Будет более понятно, о чем мы разговариваем. Аня моя подруга, вона з України, також саме як я, Бека із Грузії і професора Марія Іспаньола. Primera pregunta para profesora. ¿Nosotros hablamos español muy fatal? No, no habláis fatal, habláis bien en comparación de cómo yo lo haría si yo estuviese en Ucrania o en otro país. ¿Qué más difícil para ti? Más difícil entender todo. Si es Turquía, ahí en Andalucía, cuando muy rápido todo. Muy rápido. Puede ser. Это правда. Не знаю, было ли слышно Беку, но я продублирую, что в Андалусии все разговаривают настолько быстро и обрезают слова, что понять людей на улице – это прямо из области чего-то фантастичного. Ну що, Люба подруга, що для тебе саме важке? Ну, для мене саме важке це вчити граматику, тому що дуже багато часів. Якщо я раніше думала, що для мене складно говорити, то тут в Андалусії це вирішується з вином дуже швидко. А зараз дуже багато часів, і це все скласти в купу чи говорити. Спасибо. А у меня точно такая же проблема. Разговаривать вообще нет проблем. Особенно, когда говоришь, как Индия. Ничего сложного. А грамматика и глаголы – это сложно. Я думаю, сложнее всего сегодня нашему юному участнику, который у нас ожидает маму. Пришла пора школьных каникул, и мамы вынуждены брать ребятишек в свою взрослую школу. Wow. Tú has visto la pintura de Aviñón en París. ¿En qué museo está? Es la obra. Hace mucho tiempo. Wow. ¿Y te gustó? Aparte de París tiene muchos museos. Claro, el más famoso es el del Louvre. Sí. Se levantó con tilde en la O, porque si fuera levanto sería yo me levanto en presente. Вот в такой необычной аудитории мы осваиваем премудрости испанского языка. Примерно вот так проходят наши курсы испанского. Занимаемся мы 3 раза в неделю, примерно по 1,5-2 часа. На начальном этапе занятий было больше. Сначала это было вообще 5 раз в неделю, по 1,5 или 2 часа, не помню. Потом на уровне А2 сократили до 4 раз в неделю. Сейчас я на уровне Б1, и занятий почему-то стало еще меньше. На самом деле мне их не хватает, и очень хорошо, что я весь год занималась еще и в коллегиуме. Это тоже был уровень А2, но немного отличалась программа, по разным учебникам занимались. Нас в группе на самом деле больше, но каждый раз на занятии разное количество людей, потому что по утрам часто совпадают встречи с сотрудниками офиса, представителями биржи по трудоустройству, и кто-то ходит уже на курсы какие-то по получению профессий. В общем, часто занятия совпадают с какими-то другими делами. Поэтому всегда нас разное количество человек. Вообще в понедельник я была одна на занятии. Я решила, что пора вернуться к такому режиму более, ну что ли, плотному, насыщенному, потому что дома мне почему-то не хватает времени на занятия. И я решила, что буду после каждого класса испанского ходить на 30-40 минут в библиотеку, чтобы делать как минимум какие-то домашние задания или просто повторять то, что мы проходим в течение урока. Поэтому сейчас я вас приглашаю с собой в библиотеку, и она мне здесь очень-очень нравится. Библиотеке Херес де ла Фронтера целых 150 лет. Мне очень нравится, как она выглядит. Лестничные пролеты выполнены в суровом промышленном стиле. Выглядит это очень необычно. Сначала даже есть ощущение, что ты попал не туда, но тем интереснее, после бетонных стен
оказаться в книжном царстве библиотеки. Сейчас я вам ее покажу, но разговаривать я там не смогу, потому что это запрещено, люди сидят, работают. И немножечко посидим, позанимаемся. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish. А еще я хожу не только в читальный зал, а записана в детский зал городской библиотеки. Да, я беру там вот такие вот детские, совсем детские книжки. Это уровня для 5-6 лет. И стараюсь их читать. Изучение языка – это дело непростое. И все методы хороши. Когда я жила в центре старого города, я ходила в библиотеку практически каждый день. Мне очень нравится атмосфера в читальном зале, потому что, не знаю, лично я могу сконцентрироваться и за там, 40 минут, за час, за полтора сделать огромный такой объем работы. Это касается и изучения языка, и моей работы. Дома сделать это очень-очень тяжело. На сегодня все. Признаюсь честно, что с 9:30 до 9:30 я порядком подустала. Все-таки, когда ты учишься в преклонном возрасте, это намного сложнее. Часто мне в ТикТоке мои хейтеры, у меня их там почему-то очень много, несмотря на то, что контент очень даже такой будничный и бытовой, пишут комментарии на видео, где я разговариваю со своим испанским другом. Твой испанский фаталь, иди учи испанский, какой кошмар, почему ты не можешь выучить испанский? Да, я, конечно, не обращаю на эти комментарии внимания, но, честно говоря, иногда это странно на них реагировать. Люди думают, что за год можно освоить испанский так. Возможно, у кого-то есть суперспособности, кто-то может это делать очень быстро, но по опыту здесь я часто спрашиваю у людей, которые здесь живут там более 10 лет, на каком этапе вы стали разговаривать, играть с глаголами более-менее нормально, потому что глаголы – это самая сложная часть испанского языка. Люди мне отвечают, что примерно через 3-4 года. И глаголы действительно это очень сложно, чтобы их понять достаточно более короткого времени, чтобы начать их использовать в жизни, необходимо минимум несколько лет. Да, мне хочется говорить лучше за этот год, который я здесь, но пока я говорю так, как говорю. Вот такое сумбурное видео у меня сегодня получилось, и скорее оно больше нужно мне, чем вам, потому что, проговаривая все это вслух, я таки поняла, в чем моя проблема и где я не дорабатываю. Сейчас поделюсь с вами своими выводами. Одна из моих главных, очень больших ошибок, которую я допустила примерно 6 месяцев назад, я расслабилась. Я доверилась тому, что у меня так легко пошел испанский сначала, и у меня очень много общения, реального, живого, что я решила, этого достаточно. Но оказалось, что нет. Я практически перестала заниматься дома, я не стала учить слова, потому что они у меня запоминались легко, но только те, которые я использую в своих разговорах. И меня понимали люди с моим произношением, как сказала учитель из коллегиума, как Индия, потому что глаголы у меня все в неопределенной форме. Сейчас хочу извиниться перед Индией.
Это выражение у нас в обиходе появилось совершенно случайно, и оно ни в коем случае не обижает жителей страны, их язык или культуру. И вот на этом моменте, когда я расслабилась, еще по накатанной шел у меня где-то месяц какой-то прогресс, а затем все очень резко стало уходить в регресс. Ошибка номер 2. Я перестала делать домашние задания. Нам их по факту не задают, но первые несколько месяцев я приходила домой, либо вот как сегодня, я шла в библиотеку и примерно час я повторяла, переписывала слова, которые были на этом уроке, что-то старалась там запомнить, отложить в свою голову, и это было довольно неплохо. Моя ошибка номер 3. Я очень быстро говорю. На всех языках у меня всегда очень много мыслей в голове, мне хочется их как можно быстрее донести своему слушателю, и в этом моя огромная проблема. Когда меня слышат испанцы, которые меня вообще не знают, и я говорю очень быстро, есть впечатление, что я прям знаток испанского. Но когда доходит до сложных фраз, и на каком-то моменте я хочу вспомнить необходимый глагол в нужной мне форме, начинается вот та самая Индия. Вот скажите мне, чего я прицепилась к этой Индии? Все, торжественно обещаю, больше не буду. И я каждый раз думаю, как же лучше говорить быстро, так чтобы никто не понимал, как я неправильно использую глаголы, или все-таки останавливаться и искать правильный глагол. Я, например, даже сейчас не знаю ответ на этот вопрос, потому что это в реальной жизни это очень сложно. Притом при всем, что я уже очень неплохо поняла, как используются, в каких случаях используются глаголы в 3 прошедших временах, которые мы уже выучили. Но в жизни это применять просто нереально сложно. Думаю, что вот эти 3 основные ошибки потянули меня якорем вниз и не дают развиваться моему испанскому. Что мне нужно сделать? Немедленно исправить эти 3 ошибки. Мобилизоваться как можно сильнее, потому что у меня сейчас летом есть время. Я свободна от каких-то других моментов и могу сконцентрироваться только на изучении испанского. Второе, вернуться к выполнению домашних заданий, либо к часу занятий после курсов. Это просто крайне необходимо на этом этапе. И стараться говорить медленнее. Вот с этим, наверное, сложнее всего. На этом на сегодня, пожалуй, все. И очень прошу прощения за такое взбалмошное, сумбурное видео без всяких сценариев. Ну, очень хотелось вот как-то самой себе помочь разобраться в своих сложностях в испанском языке. Буду очень вам благодарна за лайк, какой-нибудь поддерживающий меня комментарий и, конечно же, за подписку. До скорых встреч!